Всем привет! Не так много прошло времени с того момента, как мы были у Анатолия на его винограднике. Кто не видел, смотрите ролик про Чакапули. Анатолий заложил 7 гектар винограда, международных сортов, наших автохтонов. В общем, сегодня мы собрались у Толи дома, погода не очень. И будем пить вино и готовить очень вкусное блюдо. Я сам не только готовлю, но и смотрю других блогеров, а именно таких как Гордон Рамзи. И мне у него недавно понравился ролик про телячьи щечки, говяжьи телячьи щечки. Он их готовит 3,5 часа. Мы сегодня приготовим это же блюдо за 45 минут в афганском казане. Вот, собственно говоря, ингредиенты. Это сами щечки. Здесь 6 штук от 3 коров. Понадобится нам лук, сливочное масло, чеснок, томатная паста. Но это не паста томатная, это натуральные помидоры, перетертые, собственно, в соку. Соль, перец. Здесь есть у нас бульон, который я заготавливаю впрок. Это концентрированный говяжий бульон. Мы его разведем. Ну и, конечно же, афганский казан. Будем готовить в нем. Вино — это само собой. Ну и наша любимая закуска, вы уже ее все знаете. Это сыр и зелень свежая. Там кому какая нравится. Тархун, кинза, лук. Давай, Толь. Тогда на винограднике на твоем дул ветер. Общаться было тяжело, но мы выпили или не выпили. Давай еще раз выпьем за твое дело, за твое любимое дело, которое будет приносить людям и тебе удовольствие. Будь здоров. Спасибо. Спасибо, Сергей. Это, кстати, вино тоже сделал Анатолий, но это вино пока еще только сделано для нас. Вы его попробовать, к сожалению, не сможете в ближайшие полгода, но через год, я думаю, уже вы его попробуете. Ух, сказка. Каберне Савиньон, да? Каберне Савиньон с Каберне Франом. Почти Бордо. Почти Бордо. Мерло не хватает. Мерло не хватает в этом купаже. Вообще вино — это напиток, которым нужно еду запивать. Да. А мы по-грузински закусываем. А мы закусываем, да. Но у тебя такое вино, которым хочется запивать еду. У тебя международное, итальянское, французское, такое. А, конечно, когда домашнее, грузинское, домашнее вино, его хочется закусить, потому что... Так, щеки нам уже отдали зачищенные. Их нужно долго обрабатывать. Ну, еще вот такие моменты остались. Я их сам дочищу. Вот эти вот жилки.
Закидываем сливочное масло. То есть вначале нам нужно будет все равно мясо обжарить, лук обжарить с чесноком, а потом только мы закроем и будем это все тушить. Щеки будем обжаривать вначале. Ты не все будешь закидывать? Нет, вот по 4 штуки будем жарить, а потом уже будем тушить. Сначала нам нужно их обжарить. Хотя, Рифат, ты знаешь, я посмотрел, площадь у казана большая, вот 20-литровый, даже 6 щечек я закину, вот посмотри, как они лежат. С другой стороны тоже обжарили, теперь вытаскиваем. То есть не сильно, вот до такого состояния, чтобы чуть-чуть румяные были, запечатались и вытаскиваем. А звуки какие? А если, например, вот такой афганский казан будет побольше, можно все мясо сразу туда, да, поместить? Конечно. Как удобно. Ну, таких казанов много бывает. От вот такого и до вот такого. Там ассортимент большой. Ссылку на сайт, где я покупал этот казан, оставим в комментариях. И вы сами можете посмотреть, какой вам удобно. Но у нас 20-литровый, да? У нас 20-литровый, да. Вторая партия тоже у нас поджарилась. Оп. Не хотят щечки. Казан не хочет отпускать их, да? Да, Ну ничего, мы их туда еще вернем. конечно. Сейчас мы лук, чеснок обжарим и их вернем обратно. Да. Рифат, а теперь в казан покажи кадр. Вот этот весь нагар, он нам нужен для вкуса. Мы его будем деглазировать вином. Это все пойдет у нас во вкус. В общем, мы сейчас все покажем. Теперь закладываем сюда лук крупно порезанный, потому что блюдо будет тушиться. Лук нужен крупными кусками. Вот. И чеснок тоже. Вот так все обжариваем. Лук должен чуть-чуть пригореть. Лук с чесноком поджарились так, как нужно. Возвращаем щечки обратно. Теперь закладываем все. Вино деглазирует нагар, который создался на казане, отлепит его от стенок казана, и это все пойдет во вкус. Сразу добавляем перетертые томаты в собственном соку.
Добавляем сюда говяжий бульон. Так, чтобы верхушки мяса остались над водой. Используем афганский казан по назначению. Закрываем крышку. Еще раз повторюсь, Гордон Рамзи готовил это блюдо 3,5 часа в духовке. В афганском казане мы попробуем сделать точно такое же блюдо за 45 минут. Все, закрыли, засекаем 45 минут, и наше блюдо готово. Пока основное блюдо будет готовиться, мы сделаем на гарнир мишленовское пюре. Оп, вот так вот. Закрываем, и как раз за 45 минут у нас и картошка сварится. Ну что, это блюдо еще тем хорошо, что есть перерыв, не нужно возле него стоять постоянно. 45 минут, можно посидеть с друзьями, выпить вина. Что то? Давай выпьем за наши дела, те, которые мы делаем, чтобы они были во благо нам, нашим детям, нашим семьям, нашим родным и близким. За все наши дела. Давай, Виктор. Бери. Давай. Хорошо. Слушай, Сергей, меня вот удивило, что в прошлый раз, когда мы готовили чакапули, многие в комментариях писали, что такое тархун вообще. Неужели это такое редкое растение? Ну, для нас не редкое, потому что мы с детства едим, и нам кажется, да, для кого-то тараканов есть не редкость, а нам кажется, о, как там тараканы сидят. Поэтому просто в Центральной России, скорее всего, это редкая трава и еще и дорогая. Она у нас здесь самая дорогая из зелени, а там, наверное, вообще. В Европе это называется эстрагон, у нас называется тархун. Вот напиток тархун делается из вот такой травки. Очень вкусная, свежая, типа мяты, ну как. Ну, на вкус как напиток тархун, если описывать. Да, ну вообще напиток тархун Как на вкус вкус этой как эта травы, трава, да. Прошло 45 минут, убираем казан с огня и открываем клапана. Картошечка сварилась. Сейчас мы ее сначала просто мнем картошку. Здесь где-то у нас килограмм, полтора, может быть, картошки. И вот это все домашнее сливочное масло мы отправляем сюда. Здесь где-то грамм 400-450. Никакого молока, никаких яиц, картошка и сливочное масло. Вот так готовят пюре французские шеф-повара. Ну, у нас еще должно быть вкуснее, потому что у нас масло с горных коров. У них-то, наверное, нету там. Ну, хотя у них Альпы. Ладно, одинаковое получится. Так уж и быть. Ну что, как говорится, час Х настал. Ну и теперь самое главное, ради чего мы здесь собрались. Ух, какие нежности здесь.
Красота. Волокна как распадаются. Так. Вот так. О! Вот теперь блюдо полностью готово. Сейчас будем дегустировать. У нее такая консистенция, она с ложки не хочет уходить. И бульончик. Спасибо. Еще чуть-чуть на мясо. Так. Толь, ты пробуй, а я Рифату пока положу. Да слушай, тут нож не нужен, ты смотри. 3,5 часа не надо, да? Не надо, тает во рту, слушай. Да. Посмотри, вот, расходятся волокна. В общем, не хочется себя хвалить, но Гордону Рамзи тоже можно теперь по такому рецепту приготовить. Да, Рифат? Афганский Гордон Рамзи получился. Так, Рифат, это тебе. А еще тут картошка. Мы с тобой были недавно в заведении, ты жаловался, что картошка жидкая. Вот тебе густое пюре. Так, это Рифату. Это для скептиков, кто говорит, что за 45 минут невозможно приготовить. Да, посмотри, все. Все жилы, которые были внутри, они превратились в вкуснейший сок. Бомба. Вкуснее 100 раз тушенки. Такое блюдо надо запить. Да. За тебя, Сереж. Дай Бог тебе здоровья, чтобы ты на радость это все делал. Самое главное, чтобы вам нравилось, я буду рад.